хочешь, чтобы мы поехали на убийственной лодке? Привет! Я продолжаю рассказывать о приезде моей лучшей подруги к нам в Аргентину. И сегодня нас ждет невероятный трип. Мы летим в северо-восточную часть страны, чтобы увидеть новое чудо света – невероятные водопады Игуасу. Или не летим? У нас отменили рейс. Но это было вчера. А сегодня мы летим в Игуасу! На самом деле у нас реально отменили рейс. Замечательная компания Flybondi 6 раз переносила нам рейс с момента покупки билетов. Один в день и вовсе его отменила. Мы мучились с переносом рейса, с переносом всех планов, с перебронированием отеля, но все вышло. Вылет был назначен позже, чуть больше, чем на сутки. В остальном все прошло отлично. Лоукостер, он и есть лоукостер, посадку задержали, на сиденьях был мусор и грязь, вряд ли вообще самолет моют или осматривают между полетами. Но какое мне до этого дело? Мы летим смотреть новое чудо света, и я увижу своими глазами водопады. Я была счастлива этому всему, думаю, как и все. Служба такси в аэропорту организована отлично. Убера там нет, поэтому выбирать не приходилось, но чудесный таксист Эмилио, который забрал нас прямо у входа, по пути до города рассказал нам много полезных советов. Эмилио привез нас в отель. Отель. Обычный стандартный аргентинский сервис. Смотрите. Так, ну что, мы заселились. Мини-рум-тур. Оля, амигос пытаются подключиться к Wi-Fi. Здесь у нас какая-то небольшая кухня, мини-бар пустой, ну то есть холодильник скорее получается. Это первый этаж. На первом этаже у нас располагается выход на террасу, чиллаут-зона, ванная, душевая, туалет, полотенчики здесь тоже находятся, декор, лестница вот такая большая, кондиционер внизу, это прекрасно. Вот, ох, тут меня видно, терраса. Ну, короче, выход на террасу, лестница. Здесь спальня, 2 кровати, такие, зеркало и спальня. Тут я проверяла уже кровать, смотрела, нет ли там тараканов или чего-нибудь еще, каких-нибудь неприятных сюрпризов. Все чисто. Вот такая кровать. Такой вид. Вот. О, шикарно. Вот такое небольшое местечко. Шкаф, пледики, если вдруг будет холодно. Зеркало весь рост. В общем, в целом ничего. Если бы в номере было еще чисто, то все вообще было бы замечательно. Ну, хотя бы чуть-чуть чище. Но мы помним. Пофиг. Водопады. Водопады. Ребята, это космос. Зато обслуживание завтрака в отеле мне понравилось очень. Завтрак самый простой, но ресторан был чистый и приятный, а обслуживание очень внимательное. Мне на завтрак хлеб, сыр, ветчина, какой-то пирог, булочки, печенье, немного фруктов, хлопья, молочко, масло, разные джемы. Собственно, и все. Можно сделать себе тост. До самих водопадов мы добирались на автобусе. Это здесь тоже организовано крайне комфортно. Автобусы ходят часто, билеты недорогие. 30 минут и мы на месте. Вход в парк для людей с видом на жительство и без отличается кратно. 2500 песо и 20 тысяч песо соответственно. Для жителей провинции Мисьонес вход, кстати, бесплатный. Это здорово. Кстати, единственное, что мне не понравилось при входе, это то, что нам не дали детскую коляску. Оказывается, что аренда детских колясок доступна только для детей до 2 лет. Парк
очень большой, максимально масштабный, и я не представляю, как они предполагают, что дети должны изучать все это вместе со своими родителями. Коляски выглядели достаточно надежными, крепкими, и я уверена, что дети до 4 лет включительно спокойно могли бы в них ездить. Если вы беспокоитесь за сохранность колясок, то лучше бы вы брали какую-то гарантию, которую в случае поломки можно было бы не возвращать. В остальном же в парке все было организовано просто безупречно. Замечательные служители национального парка все делали на 10 из 10. И в первую очередь нам нужно было занять места на... Идет занимать очередь. Она хочет, чтобы мы поехали на убийственной лодке. Прямо в центр водопада. И, конечно же, мы поедем. Это вот туда, это вот так будет. Чудесно. Вот так будет. Прежде чем отправиться на лодку, мы должны сделать круг по пешеходной тропе по всем водопадам. Их тут две, малая и большая, и мы начали с большой. Тропа сделана так, словно ты находишься внутри самой природы. Не созерцаешь со стороны, а являешься частью этих невероятных джунглей. Бешеная зелень, свежая вода, капли, которые отовсюду брызжут. Невероятный звук, с которым извергается 1000 тонн воды. Это правда захватывающее зрелище, что-то райски красивое. Это самый крупный комплекс водопадов на Земле. Он достигает почти 3000 метров, причем 150 из них приходится на один крупнейший водопад под названием Горло Дьявола. Всего же комплекс Игуасу состоит из 275 водопадов, большинство из которых чуть выше 60 метров, но некоторые достигают 82. Но и 60 метров – это уже сравнимо с высотой 20-этажного дома. Ну а дальше мы отправились прямо в эпицентр всего этого великолепия. Отстояв очередь из желающих, коих было сотни, мы дождались и погрузились вот в такой грузовичок с откидным боком, подъезжающий к специальной платформе. Наш путь пролегал через джунгли, и все это время экскурсовод рассказывал нам о национальном парке, его флоре и фауне, показывая животных, которых тут можно встретить, с чем нам, кстати, крупно, я считаю, не повезло. Доехав до места и преодолев километровую лестницу, на подходе мы надели спасательные жилеты, каждый из которых внимательно и самостоятельно застегивал инструктор, который нас сопровождал. После жаркой прогулки это экстремально освежающее путешествие было невероятным удовольствием. Вид на водопады открывался потрясающий. Это без сомнения лучшие виды в моей жизни. А потом случилось это. И еще раз. И еще. Мы были мокрые насквозь, и преодолев всю обратную дорогу, мы отправились сохнуть и ужинать. Для ужина мы выбрали очень атмосферный ресторан, который тоже встретил нас своим мини-водопадом, очень символично. И все было просто чудесно, чисто, красиво, потрясающее меню, обслуживание. Мы решили гулять, так гулять. Как тут в ризотто мне попадается огромный кусок стекла. Как позже оказалось, это был пластик.
И хорошо, что я об него порезалась только слегка, и я реально вовремя его достала. Но так как все обошлось, и мы были просто в потрясающем настроении, мы достаточно спокойно решили этот вопрос с прекрасным менеджером этого ресторана, который быстро забрал блюдо, разобрался во всей ситуации, принес извинения и предложил нам скидку за ужин. О размере скидки мы узнали только в самом конце. Я честно сидела и ждала, когда же мне принесут переделанное ризотто, потому что я осталась голодная и вообще не успела ничего съесть, потому что буквально сразу достала этот кусок в ложке своей. Но ризотто переделывать не спешили, что странно. Обычно мы привыкли, что блюдо забирают, его переделают или предлагают чем-то заменить и не включают стоимость этого блюда в меню. В итоге мы попросили заменить нам блюдо, мне его принесли, я его с удовольствием съела. И когда нам принесли счет, мы офигели, потому что скидку нам сделали в 50% от всей цены нашего счета. Страшно, конечно, представить, что могло бы быть, какие могли бы быть последствия, если бы я проглотила и повредила бы пищевод или еще что-то, но так как этого не произошло, в общем и целом, все было классно. И вообще, ничто не могло затмить этот день, водопады и то, что нам предстояло отправиться на следующий день в Бразилию. Водопады Игуасу находятся на стыке двух стран – Аргентина и Бразилия, в каждой из которых есть свой национальный парк. Большая часть водопадов Игуасу находится на территории Аргентины, а со стороны Бразилии открывается самый красивый вид на гигантскую глотку дьявола. И поверьте, это стоит того, чтобы пересечь границу и очутиться в другой стране. До Бразилии мы добрались точно с того же автовокзала на точно таком же автобусе. Мне показалось, что со стороны Бразилии парк оформлен чуть лучше, организован чуть лучше, чуть новее. Да и что уж там, тема с туалетами раскрыта, чисто. До пешеходной зоны мы отправились на двухэтажных автобусах, а там, ну смотрите. Мы в Бразилии! Эта панорама – это самое лучшее, самое потрясающее, что я когда-либо видела в жизни. И тропа здесь расположена невероятно удачно. Практически с каждой точки открывается невообразимый вид. Это того стоит, без сомнений. Ну а нам пора возвращаться. Представляете, сколько невероятных мест в мире? И это одно из самых лучших. К слову, мне очень понравился аргентинский город Пуэрто-Игуасу. Уютный, приятный, укомплектованный, с приветливыми и очень гостеприимными людьми. Спасибо им. Спасибо, провинция Мисьонес. А нам пора отправляться навстречу следующим приключениям, ведь они продолжаются.